мои хорошие, ну что, сегодня уже 6-й день моего правильного питания, моего дневника. Сегодня по плану у меня тренировочка. Занимаюсь я, как я и говорила, 3 раза в неделю в тренажерном зале. И у меня обычно идет тренировка, потом день отдыха, потом опять тренировка, день отдыха, и потом опять тренировка, и потом 2 дня отдыха. И потом все по новой. Так что сейчас пойду готовить завтрак, и где-то через полчасика собираемся с Димой и едем в тренажерку. Ну что, хочу сейчас приготовить быстро завтрак. Скорее всего, это будет овсянка. Кстати, по поводу овсянки. У меня здесь 3 вида. Хочу вам сейчас быстренько рассказать по поводу овсянки, какую я покупаю и какую лучше покупать. Вот здесь у меня 2 вида. Это такая вот, видимо, германская, фирмы Deluxe, но они разные. Смотрите, здесь такая вот более мелкая, по ней даже видно. Вот примерно вот такая она. Это более крупная, то есть именно крупнозерновая овсянка. Вот, по ней видно, да? Что, как между ними выбрать? Какая из них лучше? Здесь третья вообще, тоже якобы крупная. Итак, чем они отличаются? Смотрим сюда, сразу же читаем на упаковку. Сколько требует варки? 1-3 минуты. Вот оно, написано здесь. Сейчас. 1-3 минуты варки. Это которая мелкозерновая. Это крупнозерновая. Сколько требует варки? 3-5 минут. Это тоже якобы крупнозерновая. Я закончилась она у меня, просто пачку оставила, чтобы показать. Сколько требует варки? Вообще не требует варки. То есть, какая из них самая лучшая? Самая лучшая та, которая требует больше всего варки, дольше всего варится. Именно 3-5 минут. Вот такая вот вообще крупная. Чем крупнее будет овсянка, тем больше в ней пользы. То есть она не очищена от клетчатки. И это гораздо полезнее, чем она будет меньше вариться, или она вообще не будет вариться, а именно просто заливаться горячим молоком. Так она просто получится какой-то кашей липкой, которая просто у вас застынет где-то там в желудке. И особой пользы, как бы по сравнению с вот этой вот овсянки, вы не получите. Так что выбираем именно, которая долго будет вариться. Эту я купила просто чисто, чтобы показать вам. Иногда ее использую так в примесях вообще вместе с этой овсянкой. Но больше все-таки именно вот такую вот варю на молоке. Так что варю я сейчас на молоке, потом добавлю творожок, киви и орешки. Ну что ж, вот такой вот завтрак у меня получился. У меня здесь овсянки на молоке где-то примерно 200 грамм. Опять же добавила сюда чайную ложку какао, и на молоке она вареная. Также добавила чайную ложечку меда, немного творога порезала, половинка киви и немножко миндалинок. Все, в принципе, у меня все готово, пойду кушать. Так, мы уже пришли в тренажерочку, и меня тут встретил такой аппарат классный. Что, может мне прокатиться? Так, сделать кардио перед тренировкой. Мне, кстати, пойдет под цвет волос, розовый такой. Так что все, сейчас переодеваюсь, наверное, опять, как всегда, у нас куча людей в тренажерке, будем толкаться. То есть осень наступила. И, кстати, вот этот вот самокат, или как это называется, уже не помню с детства. Эта девочка тут маленькая с мамой вместе ходит. То есть мама занимается вместе со своей дочкой. Я вообще таких девушек, женщин, просто море уважения им, которые берут с собой детей. То есть никаких оправданий, занимается вместе с детьми. Эта девочка бегает по этому залу, так смешно. Мама там занимается, она вокруг нее бегает. Так что, мамочки, вам вообще большой респект. Ну что, на сегодня у меня с тренировочкой все. Занималась, очень устала, руки трясутся до сих пор. Так что я знаю, что вы хотите видеть больше таких вот моментов, сюжетов с моей тренировки. Именно какую-то программу, как я занимаюсь, по каким, на какие упражнения я делаю акцент. Но так сказать, что у меня есть какие-то... Вот именно какой-то план тренировки, я, наверное, не могу сказать. Я как-то больше, скорее всего, интуитивно занимаюсь, но вот в осеннем периоде я хочу все-таки именно по плану тренироваться. И если мне удастся, держим пальчики за меня, просто у нас очень маленький зал тренажерный, и очень много людей в нем занимается, поэтому как-то так, чтобы мне удалось снять это вообще мне очень повезет. Поэтому я очень постараюсь вам в следующем дневнике моего питания именно снимать, как я занимаюсь, какие упражнения я делаю. И если вам это интересно, поддержите меня пальчиком вверх. Все, мы сейчас собираемся и идем уже домой. Ну что, я уже пришла с тренировки, по пути купила килограммчик яблок, я их обожаю, просто, как вы поняли, это особенно зелененькие, такие кисло-сладкие. Сейчас их съедаю, одно яблочко сразу же после тренировки. Кстати, вы меня спрашивали вопрос,
что есть после тренировки, через какое время, как делаю я. Я съедаю обязательно какой-то фрукт после тренировки. Это когда я, допустим, иду домой, по пути домой, или сразу же, когда прихожу домой. Вот только зашла и сразу же хватаю яблоко. В данном случае сейчас, когда я сушусь, это именно яблоко, потому что у него низкий по сравнению с бананом гликемический индекс, и именно яблоко меня спасает. Банан, конечно, более такой углеводный будет, так что съедаю яблочко. И сейчас еще тоже зашла на почту, забрала свою посылочку от моей подписчицы. Я недавно снимала видео о своих покупках, и там показывала бигуди, которыми я не пользуюсь. Вообще, это, не знаю, такая спонтанная была покупка, не знаю, я вообще не люблю кучерей, когда мне идут такие вот кудри и так далее. В общем, она предложила обменяться с ней вот таким вот шампунем, которым она когда-то пользовалась тоже давно, когда была блондинкой. Этот шампунь убирает желтизну с волос, что мне сейчас просто необходимо. Вообще, это сейчас у меня проблема номер один — убрать эту желтизну после покраски. И вот буду сегодня пробовать. Я читала отзывы об этой фирме Индола в интернете. В принципе, неплохие по сравнению с теми продуктами, шампунями или какими-то тониками, которые я хотела покупать. Так что буду пробовать сегодня, посмотрим, что будет завтра. Тот момент, когда у нас нет кисти. Танцы до упаду. И что ты делать будешь с этими руками? Дима, это самый эпичный ремонт, который я только видела. В общем, мы весело клеим обои. Так, хочу сейчас сделать себе обед. Я уже сварила одну куриную грудку, но у меня сейчас половинка уйдет, вторую половинку я чуть попозже поем. 2 яйца тоже сварила, нарезала 1 огурчик и 1 перчик. И здесь у меня 1 лаваш. В принципе, после тренировки, именно обед, который идет, можно себе позволить такой углеводик, тем более у меня их и так мало в питании, так что я себе позволю. Сделаю такую вот полезненькую шаурму. Так что сейчас я буду нарезать и укладывать в этот лаваш. Что ж, вот такая вот у меня полезная шаурма получилась. Из углеводов там, в принципе, как вы видели, только овощи в виде огурца, перчика вот такого вот, там яйце, желток, допустим, да, и все. Еще там сметаны немного было. И курочка. Все, в принципе, там ничего больше нет такого вредного. И, конечно же, сам лавашик, но это не так страшно, я думаю, тем более после тренировки. И иногда нужно подкрепляться углеводиками. Ну что, мой пирожочек готов. Немножко он подрумянился. Ну, в общем, руки у меня из одного места растут. Ну, в принципе, сойдет, ничего страшного. Сейчас я его Диме порежу, а себе я кусочек на завтрак сберегу. Надеюсь, Дима у меня его не заберет.
Так, ребятки, хочу сейчас приготовить себе заранее ужин. И, кстати, сейчас снимаю на Димон телефон, и, блин, у него реально качество лучше. И звук, мне кажется, тоже намного лучше. В общем, ладно, не суть. Короче, хочу сейчас сделать такое вот желатиновое протеиновое желе. Первый раз буду делать его, если честно. Так очень часто видела, что разные выступающие спортсмены делают такое желе. Очень вкусненько и помогает такой вот вкусняшечку сделать, которая будет именно белковая и низкоуглеводная. В общем, первое мое действие, это я сейчас буду разводить желатин. У меня здесь упаковочка, сколько здесь грамм? 25 грамм здесь. Я ее не всю использую, наверное, грамм 15 может быть, и растворю ее в теплой воде, стакан. Это я сейчас буду здесь делать. А протеин я разведу йогуртом, вот таким вот детским. Тоже где-то добавлю, может быть, 100 грамм. Посмотрим, сейчас буду тоже придумывать. Все, с первый раз делаю. Протеин у меня Format Factory. Мой мерная ложка 30 грамм. И потом я соединю смесь желатина с протеином и все хорошенько собью блендером. Ну, если у вас нет блендера, можно просто вилочкой хорошо, тщательно все взбить, чтобы не было комочков. И потом добавлю сюда немного яблочек, вот таких вот, чтобы была такая фруктовая начинка, можно сказать. И заливаю потом вот в такую вот емкость, у меня такой контейнер есть, и в холодильник на пару часов. И получится у меня такое вот фруктовое желе. В общем, начнем. Я перемешала желатин с протеином и добавила сюда яблочки. Кстати, яблоки я немножко еще приправила корицей, чтобы такой был привкус. Получилась она не очень такая вот толстая, а получится эта запеканка. Желе получится. В общем, не знаю, это так чисто на пробу, попробовать. И в итоге скажу вам вечером сегодня, как она вкусненько получится или нет. Кстати, я видела такие варианты, что молоко добавляют, то есть именно протеин замешивают вместе с молоком, с йогуртом, вот я попробовала, с обычной водой, с творогом замешивают, если творог, допустим, нулевой, разбавить с водой, и так вот меньше углеводов просто получается. Я думаю, что вот именно с йогуртом будет вкуснее, если йогурт, допустим, натуральный, какой-то детский, как у меня, то тоже будет довольно-таки вкусно. Так что сейчас ставлю это все дело в холодильник на пару часов. Думаю, будет достаточно. Посмотрим сегодня вечером, что получится с этого. Ну что, моя желешечка готова. Поставила я ее в холодильник где-то на 2,5, где-то на 2 часа, в общем, где-то можно поставить. И она уже хорошо так затвердела, немножко так болтается. В общем, сейчас попробуем, что из этого получится. А что, ничего так. Классно. Такая прям вкусняшка. И на сахар, вот, ну, по сладости нормально. Вот именно одна порция на вот такое вот количество воды, да, йогурта нормально будет. Вот именно такую порцию на ночь, мне кажется, вполне достаточно будет. И хорошо наедитесь, получите достаточное количество белка, еще и плюс яблочко вообще в самый раз. Мне кажется, туда
Можно еще и ягоды разные добавлять, тем более, если у вас протеин с разными вкусами, допустим, ванильный, шоколадный, то можно вообще экспериментировать и что угодно придумывать с этим желе. Так что буду сейчас кушать свою желешечку, занимаюсь сейчас обработкой видео на следующей неделе, чтобы вам выкладывать. Кстати говоря, как вам мой цвет волос, вот сегодня только что вот буквально помыла голову, высохли волосы и немножечко уходит желтизна, так что неплохой такой шампунчик этот Индола, не слишком он так пересушивает волосы по сравнению с тоникой, которую я купила. Это вообще я ее отставила в сторону, пробую сейчас этот шампунь именно Индола. Так что вроде бы уходит желтизна. Посмотрим, что будет дальше. Так что, ребят, с вами встретимся завтра. Завтра уже 7-й день моего правильного питания, дневника. Увидимся с вами завтра. Пока-пока.